На странность фотографий, датируемых серединой XIX века, не так давно обратили внимание альтернативные историки. Странность заключается в том, что в это время очень большой объем снимков в разных городах, которые похожи тем, что на них нет людей или мало людей. Все эти снимки сделаны в городах Российской империи. Если на фотографиях Парижа или Лондона того периода течет жизнь, есть люди и признаки присутствия людей: дым, лавки, магазины, шторки, люди, на балконах цветы, то в Москве и Санкт-Петербурге и других городах империи пусто, чистота и тишина, нет ни людей, нет и признаков их присутствия. Города не только без людей, они выглядят нежилыми, нет дыма, нет цветов у них, ведь все жарилось и парилось, весь город работал на дровах, но дыма нет где. Дымок от пекарен, которые пекут хлеб с самого раннего утра или ночью, а это ведь не одна фотография. Таких фотографий целый пласт, а прислуга должна начинать готовить завтрак утром, не может же все города спать ночью, не оставляя никаких признаков жизни. Если посмотреть на фотографии уже ближе к XIX веку, то там признаков жизни будет хоть отбавляй. Города живут там собаки, кошки, дым там. По фотографии видно, что город жилой. Версия альтернативщиков такая: в этот период по каким-то причинам люди города оставили и лишь потом пришли заново после 1860-х годов. Потом уже появляются соответственные фотографии, на которых кипит жизнь. Альтернативные историки используют этот факт как факт, который подтверждает их версию о том, что историю тщательно подчистили и какое-то серьезное событие из истории убрали. Еще одной невероятной странностью является то, что фотографии сделаны с высоты птичьего полета. Кто и откуда это все фотографировал? Дронов не было, откуда эти снимки? Но вернемся к пустым городам и к тому, как объясняет эту странность официальная история. От них есть несколько точек зрения, они и мне на ум сразу пришли. Тоже одна из них такая: снимали рано утром или снимали ночью, но есть фото, которые снимали явно днем. Тут обратите внимание на тень. Профессионалы не смогут спутать время снимка, они точно могут определить, снимок сделан ночью или днем. Если ночная съемка, то при малой выдержке будут смазаны детали, при большой будет тень от луны смазано. Еще одно возражение: снимки сделаны, когда люди на работе, но не все женщины работают, некоторые сидят с детьми, кому-то наверняка надо сходить за покупками, например, прислуги. И здесь можно подметить еще одну странность: на фотографиях встречаются одинокие фигуры. Эти люди мужчины, а детей уж вовсе нет. И самая распространенная версия про огромную выдержку в технике того времени: движущиеся объекты размазываются, выдержка составляет от 10 минут до нескольких часов. Тогда каким образом были сделаны подобные снимки? На них явно движущиеся объекты, и лошадь не будет стоять истуканом, и все таки бывает присутствует человек или лошадь. Одинокие фигуры бывают и видны они четко, кроме отсутствия на фотографиях людей, на них еще и очень молодая растительность, кусты и молодые, не так давно посаженные деревья. Со временем растет количество народа, и растительности становится больше. Если верить альтернативным историкам, то города восстанавливали после чего-то. До этого они стояли пустые, в них даже не было деревьев. Потом потихоньку города стали заселяться, и самое неприятное здесь то, что небольшие группы стали приходить в города. То есть это не те люди, которые жили здесь раньше и вернулись обратно, потому что они вернулись бы все восстанавливать место, где жили раньше. Это очевидно, кто-то новый пришел на место пустующих городов без людей. На большинстве фотографий крупных городов не только России, но и мира, датированных XIX веком, крайне редко можно встретить людей или другие проявления жизнедеятельности человека. Ученые сходятся во мнении, что отсутствие людей на улицах можно объяснить несовершенством фототехники, которая была крайне примитивной. В XIX веке считают, что движущиеся объекты не могли полноценно отображаться на фотографических пластинках, и поэтому только статичные объекты запечатлены на фото. На этих фотографиях не только отсутствуют люди, но также и гужевые повозки, которые являлись основным видом транспорта. В XIX столетии также многие подметили, что в окнах жилых домов отсутствуют признаки обитаемости. Цветы на окнах, занавески, не просматривается свет, не видно людей не только на улицах, но и на балконах домов. Даже отсутствует дым из печных труб, хотя в XIX веке отопление и приготовление пищи осуществлялось при помощи печей, которые топили углем или дровами. Лишь на некоторых фотографиях можно обнаружить признаки жизнедеятельности человека: открытые окна и работающие фонтаны. Почему же многие города были практически пустыми в начале XIX века? Повторное заселение. Некоторые исследователи единогласно заявляют, что
Санкт-Петербург, как, впрочем, и многие другие города России, был повторно заселен в XIX веке. Все это произошло потому, что в начале XIX века порядка 3 лет отсутствовало лето. Многие источники заявляют, что лето не было всего лишь 1 год, но на самом деле доказано, что именно 3 года в начале XIX века лето попросту не наступало. Считают, что причиной отсутствия лета практически на всей территории и европейской части России является извержение вулкана Тамбора, который находится в Индонезии. По мнению вулканологов, данное извержение произошло в 1816 году, и оно сопровождалось выбросом гигантского количества вулканического пепла. Облака из пепла распространились по всей территории Евразии и Северной Америки, и это на 3-й годы установило на этих территориях вулканическую зиму. Отсутствие полноценного лета повлекло за собой и отсутствие урожая на полях, что спровоцировало голод и массовый исход населения из крупных городов. Также люди начали покидать и территорию самой России, стали перебираться в Соединенные Штаты Америки, но и там ситуация была не намного лучше. Крупные города практически вымерли, о чем свидетельствуют фотографии, сделанные в начале XIX века. Официальная история умалчивает о событиях тех времен, но нашлись очевидцы, которые доподлинно рассказывали, что случилось в те злополучные времена. Только по прошествии нескольких лет люди стали возвращаться в крупные города России, когда климатическая ситуация полностью восстановилась последствия вулканической зимы. Все дело в том, что вулканический пепел формирует густые плотные облака, которые препятствуют прохождению солнечных лучей. Из-за отсутствия солнечного света климат существенно меняется, делается более холодным. Нет солнечного света, нет урожая на полях, нет пропитания для человека и тягловой силы лошадей. Вулканическая зима опустошила крупные города России, и люди были вынуждены перемещаться в сельскохозяйственные регионы, где можно было найти хоть что-то из пропитания. Естественно, был съеден весь домашний скот, и даже отмечались случаи каннибализма. Подобная ситуация наблюдалась и в Соединенных Штатах Америки, но там климат был немного теплее, поскольку облака из вулканического пепла до Америки дошли не в полном объеме. Запасов продовольствия в крупных городах России было максимум на 1 год, но этого было крайне мало в то время. Очень обесценились деньги, и купцы продавали продовольствие только в обмен на другие материальные ценности. Деньги стали не нужны, а продовольствие ценилось на вес золота. Даже то малое количество продовольствия невозможно было доставить в большие города, поскольку дороги были покрыты толстым слоем снега. Пробивать снежные заторы было некому, так как в XIX веке не было снегоуборочной техники. Покинутые города постепенно стали приходить в упадок, были разграблены, но не разрушены. Покинувшие города люди облюбовали сельские регионы, где хоть что-то можно было раздобыть: рыбу в реке или что-нибудь съедобное. В лесу климатические условия постепенно стали приходить в норму, и начиная с 1819 года чередование времен года вошло в свой привычный ритм. Постепенно в города начали возвращаться их обитатели. Стали приводить в порядок жилища, административные здания и инфраструктуру заселения больших городов России проходило довольно долго, и именно этим объясняется отсутствие каких-либо признаков жизнедеятельности человека на старинных фотографиях XIX века. О тех событиях начала XIX века крайне мало информации, и все потому, что большая часть взрослого населения того времени попросту вымерла от голода, и мало кто доподлинно мог рассказать о той катастрофе. Взрослые люди являлись основным носителем информации, но многие погибли от нужды, унеся с собой воспоминания о тех страшных временах. Остались только фотографии пустых городов, которые являются единственными очевидцами той страшной 3-летней вулканической зимы. Итак, у меня есть такая версия. Отсутствие людей на фотоснимках связано с очень длительным временем экспозиции фотографии начала XIX века. Первая известная фотография Парижа, сделанная в 1839 году, также лишена людей. Движение в те времена. Создание одной фотографии уходило около 10 минут. Посмотрите улицы и здания. Выглядят удивительно знакомыми, несмотря на то, что фотографиям более 150 лет. А где же люди? Почему все так пустынно? Следующие фото сделаны спустя 15-20 лет и хранятся во Французской национальной библиотеке. На них также отсутствуют люди. Мы не увидим ни торговцев, ни музыкантов, ни повозок. Предполагать, что фотографы просто выжидали, пока из кадра уйдут прохожие, глупо. Проспекты и мосты, запечатленные ими, обычно очень оживленные. Также стоит отмести версию о ночной фотосессии. Техника того
Времени не смогла бы сделать ночью снимки того качества, которое представлено. Первая версия гласит, что в столице в 1864 году произошел демографический кризис. Если в 1862 году там проживало 500 тысяч человек, то через 2 года население составило всего 364 тысячи. Альтернативные историки выдвинули предположение, что в городе произошло какое-то неизвестное событие, которое просто вычеркнули. Якобы почти 200 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома, а спустя 7 лет вернулись обратно. О каком точно событии идет речь, неизвестно. Вторая версия тоже мало похожа на правду. В ней говорится, что фотографии были сделаны в дневное время, пока трудящиеся находятся на работе, но ведь помимо рабочих в городах проживала аристократия и их прислуга, которые вряд ли сидели дома.